«Газпром» построит в Беларуси завод по выпуску СПГ. Да, такая новость пришла. Тюменский нефтегазовый форум становится все более крупным отраслевым событием. Теперь уже не только Россия в этом году, поскольку Россия изолирована. Соответственно, на этом отраслевом форуме представители уже 6 государств. Я думаю, что будет и больше. Растет количество участников, растет число компаний, которые предоставляют свою продукцию, которые ищут своих поставщиков. То есть это не тот форум, где много-много красивых слов. Там вот конкретным компаниям нужны конкретные вещи. Они зовут поставщиков, поставщики показывают, что они могут. Обсуждаются пути развития, какие-то кооперационные вещи. И в числе прочего действительно был подписан договор о строительстве малотоннажного СПГ-завода в Беларуси. Будет первым. Строиться будет возле Минска. Там есть особая экономическая белорусско-китайская зона. Немножечко полегче с законодательством. Нет на день сегодняшний в Беларуси законодательства, касающегося СПГ. Понятно, что это не атомная энергетика, но, тем не менее, не самый безопасный груз. Здесь тоже надо как-то продумывать все это. А для того, чтобы не терять время, решили попробовать. 33 тысячи тонн. Не ахти как много, но здесь совершенно ясна цель. СПГ будет предназначаться для того, что производится на БелАЗе. Те самые карьерные грузовики огромные. У них есть еще и огромная проблема. То есть, если мы говорим о карьерной добыче, десятка вот таких машин на дизельном топливе, и в карьере не очень хорошо дышится, прямо скажем. И не секрет, для кого готовится БелАЗ. То есть здесь такая межгосударственная кооперация, которая видна вот просто невооруженным глазом. Россия помогает с производством СПГ. СПГ требуется прежде всего для БелАЗов. БелАЗы требуются прежде всего для России. То есть так, круг замкнулся. Я надеюсь, что это будет сделано быстро. Малотоннажные заводы у нас по собственным технологиям идут совершенно уверенно. И я думаю, что в Беларуси только на пользу пойдет вот такая межвидовая, межведомственная, наверное, так правильно называть, кооперация. То есть тут машиностроение, я не знаю, вот можно относить БелАЗа к автомобилестроению? Почему нет? Это да. Крупномасштабное. Пока ты к нему не подойдешь, ты думаешь, что это просто машина. Когда выясняется, что ты головой до втулки колеса не дотягиваешься, начинаешь задумываться, может, это машиностроение. И опять же надо отдать должное. Вот по тем данным, которые из Белоруссии приходят, с момента ввода второго блока белорусской атомной электростанции спрос, потребность в природном газе упала почти на 5 миллиардов кубометров. То есть у Беларуси есть свободный газ. И почему бы и нет, собственно говоря. И про всевозможные географические парадоксы. Есть еще одна новость, касающаяся непосредственно Беларуси. Это официальное присоединение Пакистана к проекту международного транспортного коридора «Север-Юг». Правительство Португалии, которое опубликовало эту новость, оно не использовало аббревиатуру МТК «Север-Юг», международный транспортный коридор, транзитный коридор Пакистан-Белоруссия. Они хорошо помнят, где заканчивается один из вариантов вот этого маршрута. Можно, разумеется, поставлять грузы не только в порты Ленинградской области, но и почему бы, собственно говоря, нет. Вот Пакистан опубликовал вот в таком виде. Так что, на самом деле, это большой шаг вперед. Напоминаю, что этот маршрут, который позволяет обходиться без морских проливов, со всем, что там происходит, и со всем, что потенциально угрожает не только в западной части, так скажем, этого маршрута между Европой и Азией, я имею в виду Суэцкий канал, вот Красное море, там еще и Желтое море есть, тоже есть проливы, а там где-то, хотел сказать, ходят, плавают военно-морские флоты Соединенных Штатов, тоже никому не нравится. Здесь, если этот маршрут будет выстроен, он абсолютно безопасен с точки зрения, так скажем, военно-политической обстановки. Представить себе авианосец где-то на просторах Каспийского моря или на Кавказском хребте довольно сложно. Тем более, что пробные маршруты, пробные рейсы показывают, что экономия по времени более чем значительная, до 2,5 до 3 недель экономии.
Единственное, что это получается на день сегодняшний, если говорить о западном направлении, это мультимодальные поставки. Сначала без участия Пакистана, пока это была Индия, морской паром до порта Бендер-Аббас на берегу Персидского залива Ирана, дальше железная дорога, Каспийское море. То есть двойная перегрузка. Под этот проект начинаем все больше думать, все чаще думать. У этого маршрута, вернее, у этого коридора 3 маршрута. Западный, который сейчас встал на горной гряде, которая отделяет Иран от Азербайджана. Речь-Астара, вроде бы небольшой участок, но вроде бы уже пора им заниматься. Межправительственное соглашение подписано между Россией и Ираном. Объемы финансирования с обеих сторон готовы. Не так давно делегация РЖД гостила в Баку, тоже что-то обсуждали, результаты неизвестны. Но вот я когда слышу об участии РЖД, мысли всякие. При этом у меня почему-то есть уверенность, что Азербайджан с перевалкой на двойной станции Астара-Астара, Астара азербайджанская, Астара иранская, на самом деле, в свое время единый город был разделен государственной границей, но теперь уже так привыкли. Азербайджан свои вложения сделал, это новый железнодорожный мост, это все оборудование, необходимое для переброски вагонов, разная колея в Иране 14:34, в Азербайджане и в России 15:20. Но вот этот тоннель надо пробить. Это действительно можно считать одним общим тоннелем, там как бы совсем небольшое расстояние, но сметная стоимость порядка $2 миллиардов, потому что тоннели, потому что мосты над ущельями и так далее, и так далее. К практической работе пока не приступили. Центральный маршрут через Каспийское море у Ирана есть на его крайнем севере, в таких суровых условиях, на южном берегу Каспийского моря. Порты есть. Дальше можно либо доставлять до наших портов и еще раз перегружать, либо направляться по реке Волге, которая, как известно, впадает в Каспийское море. Но для этого надо приводить в порядок все, что касается нашей Волги. Это и дноуглубительные работы, и все шлюзы на плотинах. То есть там такой большой, серьезный объем работы. Но мне кажется, что было бы правильно, если бы мы с этим поторопились, потому что есть такие тревожащие признаки, по крайней мере, мне они точно не нравятся. У нас, что касается Каспия, есть еще Транскаспийский международный транспортный коридор, так он официально называется, попросту его для краткости срединный маршрут. По большому счету, это транзитный путь, который обходит Россию. Мне, например, не очень симпатично, если он будет быстро развиваться, один из вариантов доставки китайских товаров в Европу. Очень обидно, конечно, что карту нельзя поместить. Начинается он в Китае, доходит до 2 станций, Алашанькову и Хоргас. Там опять переход на железнодорожную колею. В Китае тоже 14:34. В Казахстане станции Достык и Алтынколь. Дальше через весь Казахстан они добираются до Актау, о котором мы только что говорили, где не помешает плавучая атомная электростанция. Каспийское море. Приходит 2 маршрута. Казахстан развивает еще и 2-й порт в надежде, что объем грузов будет расти. Курык. Оба они приходят, валят в Азербайджане, и дальше опять железная дорога в Грузию, либо в Поте, либо в Батуми, и дальше Турция. Либо железнодорожным маршрутом, опять же, после перестановки железнодорожных пар, либо морем, возможность выйти в Черное море в Грузии, да, пожалуйста, и по спокойному, мирному Черному морю куда угодно в Европу. Вот. Казалось бы, все выглядит достаточно смешно, достаточно натянуто. В прошлом году грузооборот так и не добрался до 1 миллиона тонн, 890 тысяч тонн по этому маршруту прошло. Но если брать показатели год к году, проценты я уже не назову, потому что в 2022 году было провезено в 6 раз меньше. То есть за год мы увеличили в 6 раз.
И совсем недавно, вот на минувшей неделе, появилось решение Еврокомиссии о необходимости инвестировать в этот маршрут 10 миллиардов евро. Ого. Вот, пока мы размышляем, как и что, пока банк ВТБ нам нарисовал некую схему развития МТК «Север-Юг», не хочу комментировать, что очень смешно. Там много чего нарисовано, не сказано, какие грузы пойдут, какие отрасли надо развивать, вот какие-то общие такие числа. Здесь вот совершенно конкретно. Что для этого нужно? Разумеется, нужно увеличивать пропускную мощность на границе Казахстана и Китая, чтобы составы не стояли. Разумеется, надо углублять порт. Каспийское море в районе Октава мелеет, тоже дополнительные работы нужны. Разумеется, нужно увеличивать провозные возможности железных дорог Азербайджана и Грузии. Суммы названы. Финансирование ожидается в ближайшие 2 года. Объем работы, я так понимаю, сейчас будет верстаться. По планам ЕС к 30 году объем должен вырасти до 5 миллионов тонн. То есть в 5 раз больше, чем сейчас. Потенциал нашего проекта, так скажем, к которому мы близко подвязаны, международный транзитный коридор Север-Юг, есть еще и восточная часть через железные дороги Казахстана и Сибирь. Для нас это, на мой взгляд, более чем выгодный маршрут. Это возможность всем нашим сибирским предприятиям не связываться с морскими поставками. Мы доходим до Персидского залива, там паром, Индия, немножечко растущий Пакистан. Я все время любил говорить о том, что там 240 миллионов населения, оказывается, базу данных надо обновлять. 280. Вот. То есть, вот такой рынок. Вот такусенький. Небольшая Индия, там какая-то Шри-Ланка еще рядом, крохотный Пакистан. За этот маршрут надо бороться, потому что по оценкам, вот, которые собирает Российский союз предпринимателей, так как Промышленников предпринимателей, РСПП, аббревиатура в голове расшифровать уже не могу. Они оценивают, что если все будет развиваться так, как они предлагают, то объем грузооборота может вырасти до 30 миллионов тонн. Конечно, по сравнению с восточным полигоном это немного, но, с другой стороны, эти грузы уйдут с восточного полигона. И можно будет заниматься более маржинальными грузами. Почему это мне интересно, хотя я вроде только про энергетику. Спрос на коксующийся уголь в Индии только растет. Они поставили себе целью обогнать по производству стали Китай. Цель, конечно, хорошая, но очень далеко. Скромная была просьба в свое время поставлять хотя бы 44 миллиона тонн коксующегося угля в год. Много не надо. В России всего-то добывается чуть больше 50 на тот момент. Я надеюсь, что в этом году мы увидим пробный рейс по Тихоокеанской железной дороге, а это выход мимо БАМа, так скажем, мимо восточного полигона Эльгинского угля. Там планы компании «Эльгауголь» сначала были 30 миллионов тонн в год, сейчас и 50. Но это один проект, и, разумеется, для компании «Эльгауголь» лучше диверсифицировать поставки, тем более, что из Хабаровского края можно и в Юго-Восточную Азию, то есть до Индии все-таки далековато. А здесь, если мы говорим о том же Кемерово, коксующийся уголь по прямой в Индию, в Пакистан более чем удобно. Слежу, надеюсь, что с мертвой точки стронимся. Все это должно немножечко ускоряться, я надеюсь, постепенно. Для нас, для России, это полезно в любом случае. Я уже не говорю про высказывание президента России апреля 2022 года о том, что нам надо менять вектор развития на восток и на юг. Про восток, там и Восточный экономический форум, и все что угодно еще, а вот про юг он ближе. Ближе в том плане, что европейская часть России, если мы говорим о том, что мы умеем производить, если поставлять на юг, но все-таки намного удобнее не пользоваться морскими путями, особенно там, где есть всевозможные политические риски. В Иране политических рисков нет. Иран будет готов принимать грузы, отправлять грузы, он готов развивать дополнительные порты. Сейчас как бы базовым считается Бендер-Аббас, но рядышком еще есть порты, то есть небольшие железнодорожные ответвления, и все это можно принимать. И, в принципе,
работать бы и работать. В том проекте, который разрабатывает РСПП, достаточно, на мой взгляд, революционное предложение, чтобы не связываться с бесконечными перестановками железнодорожных пар. Предложение протянуть с севера на юг Ирана еще одну железнодорожную колею 15-20, нашу. В таком случае снимается целый ряд вопросов. Ну и возникают дополнительно. Я в этом проекте не увидел, чтобы вот эту восточную часть, то есть то, что идет через Туркмению и Казахстан, тогда придется и это делать, 15-20, вот тогда сибирские грузы будут докатываться до Персидского залива вообще без остановок. Ну, не считая, разумеется, таможен. Большой объем работы, если мы говорим о центральном коридоре, связан с нашими водными речными путями. Здесь известные проблемы, не буду их перечислять, их много, и они вроде как энергетику не касаются, но наша Волга должна вновь стать нашим речным транзитным путем, который нам и самим нужен. У нас вдоль Волги количество населения, по-моему, около 50 миллионов человек. И монополия российской железной дороги, можем на нее жаловаться сколько угодно, о том, что она ведет себя плохо, но если у нее появится конкурент, я почему-то уверен, что все изменится. Если в РЖД будут понимать, что из-за их тарифов и сроков будет все больше грузооборот на Волге, вот тогда много чего может измениться. Можно, конечно, и автомобильным транспортом, но это, простите, просто дорого. Если говорить о западном маршруте, то в том случае, если мы приступаем к работе на участке Речь-Астара, нам необходимо очень серьезно вкладываться в развитие железнодорожных путей в Дагестане, которые граничат с Азербайджаном. Вот, в том, что Азербайджан справится с работой, у меня как-то сомнений нет, потому что более чем прагматичное государство, если можно зарабатывать на транзите, они будут зарабатывать на транзите, и возвращенные районы восстанавливать практически с нуля. То есть там лишних денег не бывает, и слава богу, что в Азербайджане это понимают. Я еще раз, вот я сейчас не говорю, что у Баку пророссийская позиция, у Баку проазербайджанская позиция. Просто он считает, что с соседями надо жить мирно и обогащаться совместно. Это, по-моему, совершенно прагматичный подход. Так что будем ждать новостей еще и вот с этой стороны, для того, чтобы, как сказали в Исламабаде, международный транзитный коридор Пакистан-Белоруссия развивался, креп и выходил. Заработал в полную силу. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.